Доброго времени суток, уважаемые! Я рад вас приветствовать на канале ДК-82. Выбрался в очередной поход выходного дня. Подышать свежим воздухом. У нас, как видите, выпал снежок. Красота в лесу, тишина. И хочу сегодня испытать одну интересную штуку. Сейчас покажу. Недавно посмотрел одно видео про гелевую горелку армии Швейцарии. Дружище, крымчанин, огромный тебе привет из Оренбургских степей. Спасибо за информацию, за расширение, так сказать, кругозора. Заинтересовала меня эта горелка, которую ты показывал, которая работает на гелеобразном топливе. И я решил найти что-то подобное. И наткнулся, в общем, вот на такую штуку. Эко-огонь. Кому интересно, покупал в интернет-магазине все инструменты за 200 рублей. Кому удобнее считать в буржуйской валюте, 2,8 доллара. Вот такая жестяная баночка. Очень красиво оформлена. Ярко. Сверху закрыта пластиковой крышкой, под которой находится ключ, как на консервной банке. Откроем чуть попозже. Сейчас зачитаю информацию, которая нанесена на саму банку. Так, здесь есть на английском языке и есть на русском. Время горения от 2 до 5 часов. Состав: этанол, композиция растительного воска, жирные кислоты, полезные добавки. Для кого полезные, непонятно. Срок годности не ограничен, что не может не радовать. Условия хранения: любые температурные условия, а также при любых погодных условиях. Хранить в закрытой таре вдали от открытого огня. Правила пользования: открыть банку ключом на крышке, выложить необходимое количество топлива, поджечь. Топливо можно поджигать непосредственно в банке, поскольку она является горелкой. Чтобы прекратить горение, необходимо перекрыть доступ кислорода. Область применения: для приготовления и разогрева пищи, розжига костров, мангалов и обогрева внутри замкнутых помещений, в скобках автомобиль, палатка и так далее. Интересно. Горит при любой температуре окружающей среды, при любых погодных условиях, в скобках дождь, ветер, а также в условиях высокогорья. Данное топливо не токсично, не взрывоопасно, при горении не выделяет угарный газ, копоть, дым, посторонние запахи. А теперь давайте откроем банку и посмотрим, что там внутри. Самому очень интересно. Сезам, откройся. И вон оно как. Ну, в отличие от горелки, которую показывал крымчанин, у него был там, ну, прямо гель. А здесь какая-то твердая субстанция, похожая на парафин. Если понюхать, запах спирта. Прям такой резкий-резкий. В общем, сейчас попробую на этой горелке что-нибудь приготовить. Закипятить чайку. Посмотрим, как она работает. Вообще на сайте производителя указано, что под крышкой должен быть складной таганок. То есть он собирается, устанавливается сюда в виде треугольника. И сверху уже можно разместить какую-то посуду или там банку с тушенкой. Но здесь по какой-то причине таганка не оказалось. И я этот момент как-то не додумал. В общем, все, что у меня с собой было, это вот такой вот таганок для сухого горючего из армейского сухпайка. Я его вот так вот согнул. Попробую вот так вот разместить. Больше у меня что-то никаких мыслей нет. И вот таким вот образом буду готовить. Надеюсь, не упадет. И взял с собой немного фаршика, подсолнечное масло. Несложно догадаться, что сейчас будут котлетки.
Не стал вас утруждать процессом лепки котлет. У нас же тут не бушкрафт какой-то, суровая правда жизни. В общем, котлетки готовы. Давайте попробуем запустить горелку. Процесс пошел. Горит. Ставим сковородочку. Наливаем масло. Да, еще я крышку забыл. Молодец такой. Ну ладно, как-нибудь пожарится. Очень активно горит. Вон оно как. Прям полыхает, я бы сказал. Ну вот, сковорода, конечно, не очень устойчива. Еще и неровно. Сейчас масло разогреется. И приступим к процессу готовки. Масло вроде как разогрелось. Пробуем. Кстати, при горении все-таки присутствует какой-то, ну не то чтобы неприятный, но некоторый химический такой запах. Сковорода нагрелась, процесс пошел, сразу начал исходить от котлеток приятный аромат. Самое главное, чтобы сейчас сюда не сбежались ежики, мышки и лесники. Сделал вот такую вот лопаточку импровизированную. Как я всегда говорю, суровый бушкрафт во всем его великолепии. По-моему, можно уже перевернуть. Масло, конечно, не пожалел. Ну ладно. Ну, горит, конечно, классно. В сравнении с той же парафиновой печкой, которую я как-то делал, пытался на ней пожарить чебуреки. И это прям фаер-шоу какое-то. Кому, кстати, интересно, сейчас на экране ссылочка появится. Посмотрите, как я измывался над чебуреками и пытался что-то приготовить на парафиновой горелке. Я его забраковал. Ну, в общем, посмотрите, если интересно. А это прям, ну реально, горит очень активно. Сейчас поднимал сковородку, заглядывал, сколько там осталось топлива. Ну, примерно 1/3 сгорела точно. Время не засекал. Но по ощущениям котлетки уже готовы. Ну, может, минут 20-25 прошло. Продолжает гореть. Топливо практически не убавилось. И сразу поставлю водичку на чай, не отходя от кассы. Вода на чай закипела. Так, убираем
Котелок в сторону. Давайте попробуем потушить согласно инструкции. Перекрыть доступ кислорода. Ух ты. Что, погасло? Погасло, но как можно видеть, крышка деформировалась. Потому что она пластиковая. Ну а чем же еще перекрывать доступ кислорода? В общем, печка погасла. Топливо внутри осталось, ну, где-то больше половины, я бы сказал. По ощущениям, готовится дольше на этой печке. Ну вот просто, допустим, налил буквально там, не знаю, 300, наверное, миллилитров воды. Вот на такой печке, на 2 таблетках сухого горючего, намного быстрее. Ну еще, наверное, такое замечание. Вот написано на баночке, что можно использовать для обогрева палатки, автомобилей и других помещений. Ну, честно сказать, я бы не рискнул. Потому что сами видели, какой высоты пламя. Здесь еще ветер, он его как-то сбивает. А в помещении, где, скажем так, безветренно, будет полыхать еще сильнее. Не дай бог, кто-то заденет, перевернет. Вот это вот жидкий парафин со спиртом разольется. Особенно в палатке. Я представляю, сколько можно дел натворить. Ну и вот, в принципе, уже застыла и банка остыла. Да, неправильно, наверное, я сделал, что начал этой крышкой накрывать. Ну, в общем, вот такой вот, друзья, эко-огонь. В принципе, вещь, наверное, интересная. Может быть, я буду ее использовать, а может быть и нет. Наверное, все-таки оставлю на всякий пожарный случай. Буду пользоваться вот этой печкой на сухом горючем. Она мне прям очень зашла. Ну и у нас готовы котлетки. Я одну уже попробовал. Деревенский хлеб, краюха. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Буду наслаждаться своей прекрасной трапезой. Надеюсь, что изложенная информация кому-то окажется полезной. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. Ой, ну все, уже сил нет. Буду кушать. Песня.